забрасывались через Алыджер. Ходили потом на Козыр, Верховье. Через Гутарель. Монахи жил в этом. Да. Вот, выходили На лыжах? на лыжах. Лыжницы. Да уже там снегу. Вот так вот. Рыхло. Потом они поссорились, Ну да. и Опытные он ребята. ушел от них. Так. Не только лыжи взяли, но мы и коньки взяли еще. Значит, у них в подвале сарай Буйра делали. забит какими-то Так, ладно, все, слушай. Значит, Вот. там Какой-то там вот эти портфель, все восточные школы это все стоят. доски такие вот, знаешь, вот с Центральные таким промежутком пробито сарайчики. Потом. там снега Это практически и не мой оставляли. сарай там же. А это детская садочка. Поэтому все олени Ты с ним питаются Ага, подводной подводчик. кормом. Да, да, да. Ага. Дислокацию мне нарисуйте. Когда выходишь на речку, она Я уже все продумал. река Удап, которая выходили. Мне уже пришло предписание убрать все сараи. Мы Я старший спустились по дому. А, вот с этих так Самое Сказали. такое. вы знаете, зашли что на перевал, Леонид, я не если знаю, это как его вы, а я всегда готов более-менее приемлемо. посодействовать, убрать Да. сарайчики. На лыжах или все Нечаянно, нечаянно говоришь, что там документы снега могу нет. включить, опять же, Все-таки лишние. хоть немножко это на Вот, для во дворе, конечно. вот, Пошли. опыт меня Там, где лазать нельзя было единицы, так пройти, что, уже надо было лазить. Мы Да, я тоже лыжи поучаствовал бы. разогнули, Ну, я и люблю пешком. всякие самораскупки. Так ты-то вообще на этом ходили на замешан. перевал, там снова лыжи одевали, Леонид, ходили перевал. Как правило, очень снег. конкретный, серьезный вопрос. Хороший. Коли вы это. Я справился Дальше по спускаться. техническим Спускаться характеристикам тоже надо. металлоискателей. Эти птички Оказывается, все падают нет, на стоп. это, вернее, есть, но они жутко Освещение очень дорогие, красивое. за 100 тысяч далеко. Вода А замерзшая, те, которые видно, могут как она там. определять, дифференцировать, падает, скажем, булькает. сталь и цинк, Но это все да, на глубине до ну, свыше 1,5 метра. Выходили на Вот. углу, 60 хотели мы 60 подняться тысяч. на пик, 60 тысяч. Ветрак. как он называется. Грандиозно. А вот. Нет, А, Ну, возле- его взять на прокат. возле не Кизира. дают. А тут Я уже узнал, другая небесная. система. Кто? Ветрак не Небесная, дают? да. Да. Искатели. Искатели? Ну, не Ну, как? смогли. Есть, да? Петя с нами. Фирма Искатели в Индонезии. Он Наберите. там в одном месте. Это при Фирма спуске Искатели. Владимир. упал, Он директор. Чем надо-то на полдня. отключился на некоторое Здесь в время, городе, что ли, потом если? пришел в себя. Я хочу Ну, и мы сравнить спустились характеристики, назад. показатели. И И пошли уже надеюсь, на может выход. быть, вы тоже В поучаствуете. Урде. А это самое, Ну, там показатели Какая могил. особенность? Да, Я да, да, говорю, да. что Правильно. снега нет, Кого? только Двух лед. могил. Двух могил. На Иванове. Надевали Да, вот эти Калужке. коньки, Ну, в Калужске-то это надо достал искать вот уже это. будет прицельно. выколи такого Не, алюминия. ничего нам. тут не будет никакого. Почему? Он меня привел, этот сторожил, Сысоев. Привел Косичка, меня, все, я все это навинчивается. Сысоев косичка, запиши. одевается. Павел. Так я его знаю. Берем Да, на Кровет-то местный, Да, книгу да, он да. издал о нем. Ну, Вот. И И он уже выходишь на лед, привел меня, говорит, вот здесь я рюкзак. все видел. И я вижу две Значит, пирамидки ржавые, крепляется оторванные у к них лыжам, надписи. Так что надо? Надпись смотреть? выстегивается. Нет, какие надо, надо если взять если- в какой из могил металлический в руках цинковый палки, ящик. и пошел скользить как. Тогда крюк надо добивать. А потом- Или другой. это называется крюк запел. А до этого москвичи подали дурной пример. Вот это командование было Ерохиным, по-моему. Они ходили, паровозиком спускались. То есть зимой вот эти восхождения зимние. Вот они, скажем, на один крюк тоже рассчитывают. Все прицепились, Все пошел 10 человек. весь, нет, не 10, но 5-6 человек, да. И все этим паровозиком спускаются там, на трение, скажем. Это тоже вот была массовая такая гибель. Ну, вся связка вот эта большая разбилась. Ну, групповой-то это самое спуск вообще позволяется, но при организации нескольких Нет, не минут- позволяется. Не Куда позволяется. быть? А? Не Сейчас позволяется. позволяется. Нет, Серьезно, да. это не серьезно. Ну, Значит, формулировка такая. Групповой спуск разрешен в случае, Так что медленно работает. значит, катастрофической ситуации по маршруту и на наступлении Раз уж темного времени. назвались. Но это не по вертикали, это по склону. Форс-мажор.
Это другое дело. Полезть. Леонид Иванович, Нет, потом. Кстати, вот в ходе Да, я беседы посмотрю, что там. затронули уж про этот Ты триколь. червиноград ты ешь, а не Прикольно, следишь за прикольно. компьютером. Его что теперь можно А он не требует? красной ленточкой обратно за это самое Сабину отсылать? Там нельзя пинками его заставить Нет, побыстрее. Северину не надо, Поглажу. потому что Северин возмущен. Как это могли про этот отреконенный этот, как это, Ну, прикольно. элемент столько написать вранья. Ну, это уж Что такое про него могли написать, про один это самое... что эту группу Да, зачистки могли. обставила, профессиональные Да. альпинисты там работали. Так вот написали. чего? Ну, примерно так. Вот, ты Нет, удивляешься. ребята, я свидетельствую, что эти триконенные ботинки делали на нашей фабрике Спортобус специально для войск. Это делали. Но профессиональные альпинисты, если Миша говорит, они пользовались тогда уже кошками. А Да вот нет, Нет. это при пользовались. чем тут кошка? 59-й год, тогда еще трикольных Ну, ботинков речь- на складах речь- хвот, наверное, было, правильно? Речь ведем о ботинках, а не о кошках. Но там необходимость это... А необходимость у нас другой обуви в альплагерях не было. Да? Только отреконенная ботинка. Я тогда-то я не знаю. Потом стали переходить вот на лазание. Там стали ботинки вибрам использовать. Мгм. А красноярцы ходили в калошах. А Резиновых. В калошах, В азиатских. вы знаете, в калошах каканской фабрики я и сам это самое еще лазил. Ну, Вот. Но это Это все сам- разное назначение. Их даже продавали в это самое, в альпинистских магазинах. Одно То есть, дело ну, лазание, действительно, а другое вот преодоление склона. Мгм. Ну, это дело в том, что вот для лазания мы их модифицировали. То есть их прошивали, завязки Да, делали, завязки. наваривали это самое, вот подошву, чтобы она еще пожестче была. Тут не прокалывало. Я сейчас смотрю на двое своих скальных туфлей, и душа моя радуется. Не надо ни у кого спрашивать никакие повесьте их в калоши. этом почетном углу. А нет у меня уже. Ну, Нет уже. калошка, конечно. А угол-то есть. И угол есть. Угол есть, калош нет. Угол есть, когда это самое. Ну вот. Да что сейчас это, вы знаете. Нет, сейчас другая техника, конечно. Нет, Другое снаряжение. слушайте, вы знаете, вот я сейчас смотрю, Ну вот мы- просто захожу в магазин, и у меня Леонид душа этих, значит, щупов там нашел, мы все поднял, да? Нет, не все еще, еще что-то может остаться. Вот, ну, по крайней Я, мере, Леонид, я поищу, довезу. Вот. Сейчас там проблематично, потому что в радиусе там надо дальше искать. Вот видите это, Вау! этот ледоруб отдан был тете Марусе после гибели Дятлова. Да, ну, Да, и с ним ходили уже, понимаете? я понимаю, но я не верю. Ради Я бога. не забыл мою просьбу насчет адреса дочери. Сейчас, поэтому одно за другим. Куча. Значит, это самоделка, которую нужно выбросить хоть сейчас в окно. Одень очки, прежде их протри. Вы знаете, я не знаю, принадлежал ли он действительно Дятлова, но вещь Конечно. очень старая. Да, ну, так ему, господи, это же Зиновьев. Вот здесь смысл. Ну, Зиновьев, не Зиновьев, и Зиновьеву можно что-то доказать. Не, вот смотри, вот это вот обоим. Там все написано. Вот она, например, вот тут видно даже вот такой длинный. Она есть на фотографии у нас. Там золотой. Ну, клюв-то, это самое клюв-то Это все сточек. стерто. 50 лет им пользовались. Понимаешь, он не лежал там, как музейная ценность. Ерохину отдали его, лопатку Валерию уже загнули. Ерохину. Ерохин ездил каждый год на это самое. Который Ерохин. Валера. По льду. Валера Ерохин. Ну, я не Это знаю его, ты мне обрисуй. Время. Флорой Сабировой муж. Сфотографируйте меня с этим ледорубом. Это Нет, вот эта конструкция ледоруба, вся, Да. с прямым вот этим жалом, она же выверена. А Балакова Он же за детально. камнями ездил Да на подожди, Слюдянку. Хрен с ними, с камнями. Важно жизнь, понимаешь, чтобы Вот. сохранить.
А для этого нужно иметь хороший ледоруб, чтобы его можно было воткнуть, чтобы он воткнулся, чтобы он держался. Так этот стерся, Женя, стерся, ты чего? Надо было его давно уже уничтожить, если он стерся. Так Валера им добывал камни там. Каждый год ездил в Шерловую гору туда, за Байкал. У него лучшая в городе коллекция была. Ну, может быть. Вот. Когда он скончался, жена отдала мне весь его инвентарь. Ну, ты не вздумай пользоваться им. Как? Я вот, видишь, пользуюсь музейным целью. Для музея может. Ручка уже другая, но вот это весь металл, Ну, обойму уже добавили. Ее не было. Вообще, слушайте, я не могу понять, это для других целей это самое он пользуется, а? Дрова. Что-то я уже забеспокоился. это Музейные? самое. Музейные? Да я вспомнил про ледоруба Раймона Меркадора. Ага. А сейчас, слушайте, заходишь в магазин. Вот эти армейские подшлемники у них были. Вот такие вот. Это у нас были в свое время. Я про вас и говорю. А у нас сейчас другие совсем. Еще маску балаклавы. А или носили. вот На армейские. лице маску одевали, помнишь? Ну нет? да, да, чё ж. Такие кадры были. И Да? такой вот. И идешь. Когда очень сильные холода. Ага. А что за маска это была? Ну тоже сшитая, тканевая. Вот такая, да? Да, да. Слушайте, а у меня вот вопрос. А, Тут вырастала сосулька. Знаешь, Ага. как дышишь, сосулька вырастала большая. а, это Я не помню, что у вас вот у нас у какого-нибудь слона была такая сосулька. ходили, практиковали, то есть послойное одевание много, да, на себя? Вот на На машине. диване. Да. Ну, то есть, что-нибудь там, На диване. Всю прослойку. или как ходили? Кальсоны, трико у кого-то Нет, было. подожди, кальсоны, трико, да? Потом с начесом брюки лыжные. да, лыжные брюки. И брезентовые. И Вот всё. брезент. Да. Обязательно штормовка хорошая. Ну да. Штормовка. И штаны. Слушайте, Штормовые. это самое, вот знаете, И вот фэт, которым вот снимок сделан, видишь? ах ты, Вот он, выдвижной объектив. И тот кадр 33 сделан с невыдвинутым объективом. Понимаете? скорее всего, что... Вот, наспех. Даже ни фокусировки не было произведено. Вот, Это уже фокусировка. от лени, видимо. Вот. Фотограф. М. Что бережем для того, чтобы эксперимент еще провести. Вот эти лейки еще были А у что, у Дятлова была лейка, что ли? в начале 60-х годов. Еще были вот эти аппараты. Немецкие, да? Вот? Ну, вот эти вот лейки. Да. Они копия, да. А потом пошли другие аппараты. ФЭТ-2, ФЭТ-3, ФЭТ-3М. Ты. Зеркальные пошли аппараты. Что особенно ценились вот эти зеркалки. У меня есть зеркалка. Вот это все. Патефон переносной. Да, это туристский вот. Ну, он военный вообще-то, но Ну, да. он использовался. И Дятлов делал для него усилитель. Ой. Так, Делал усилитель. Владимир Михайлович, а можно последний вопрос? Да нет, вопрос на самом деле это. Вот я хотел спросить, а какие вот группы в пешие походы примуса-то не брали, да? Обычно хватало другого материала. Да, Горючего. зимой нет, не брали. Не Не брали, брали, потому что примус когда нужен? На Тяньшане, Да, где дров нет. лысые все. Ну да. Вот, ну там, где леса нет. Ага. Я не знаю, туристы ходят, альпинисты ходят на безлесье. Вот. А туристы, как правило, если есть безлесье, это одна-две ночевки. Вот Все я- зависит от маршрута. ну, я просто Если вот- турист А? идет, проходит маршрут с элементами вот этих ледников там Мгм. всего, то он берет этот примус, берет бензин к ним. Ну да, все зависит. А вы тогда что, на бензине, что ли, ходили? Ну вот А эти вот почему? А ну, на чем еще австрийские-то ходить? примусы, они А, бензиновые. австрийские на бензине, да, были тогда? Ага, да. Я просто помню, что эти вот примусы, которые были вот альпинистские, они на керосине же были. Они на Это может бензине первый всегда что-то, были. первый. Да, одни из первых. Но ведь это самое, я читал литературу много по альпинизму еще с советских времен. Школа альпинизма. Да, есть такая В замечательная какой-то книга. книге я помню четко эту самую формулировку, сравнивались характеристики любых горючих или там любых источников тепла в походах. И все однозначно эксперты признали только бензиновый примус. Ага. Самый калорийный и это самое. Австрийские. Ну, Да.
Потом пошли Не газовые. газ, ничего, остальное мне не сравнивается. Да, да. Часто идут газовые горелочки. А это Проще. просто уже Да. проще, из-за того, что проще, из-за того, что это Ну, самое проще, чище. не проще, но они идут. Но калорийности меньше, чем Знаете, бензина получается. Да? В итоге. Ой, а, А неправда. дело не в калорийности, а дело в том, чтобы он был удобен Да, вот другое. в пользовании. Чище, Знаете, баланс неправда. можно. Дело в том, что и сейчас я вот пользуюсь только бензином, вот, и бензиновой горелкой, мультигорелкой. То есть на ней можно и керосин, и дизельное топливо, и это, но я пользуюсь бензином. Вот, причем на любом машинке, это сам, потому что мне не то, что лень дрова жечь, а просто это самое, это все быстрее получается. В общем, Если дефицит времени, вы, у костра посидеть одно удовольствие. вы идете по маршруту и воняете бензином, да? А чё? Медведи распугивали заодно. На самом деле, вы знаете, совсем нет. Ну, правда, Сейчас, а вот так вот, сейчас, во-первых, герметические емкости, вот, с крышкой. Значит, насос засунул, вот, это, значит, Куда идешь? Ты сначала скажи, куда ты идешь? куда бы ни ходил. Не, что вы, что вы. Ну, здесь- можно брать. Да, вот здесь Легко. Потому Что, что гарантия можно же брать, но если ты идешь по тайге, и у тебя сухарей, как говорится, навалом, Да. ну завалил одну сухару, еще лагерь почистил, дровишки оставил кучкой, кто-то Да, Это после да. тебя придет, Воспользоваться. голодный, Да. усталый, и у него поленится дровишек. Ну, Владимир Михайлович, я же редко это самое по тайге-то хожу. Ну, Это если только Это на- минус. это где-то, это если где-то на подходе. Сейчас же, сейчас же на Имантау не зайдешь. мы выносим, Закрыли ее. мы выносим вам порицание. За что? За Ямантау. Надо Это переходить уже, с да, бензина это уже на другое топливо. Да. Бензин все-таки небезопасный. Знаете, я привык к бензину. ну, понятно. Это самое, из бензина уж я буду жить это самое. Между прочим, бензиновые примусы тоже Я были плотогон, неоднократно. и у нас, если плод Сейчас засадило в пороге, ну, я его бросаю, лагерь, а утром спасать плод надо. Так вот команда, мы вдвоем лезем спасать плод, чтобы навести веревки, а оставшись на берегу, море огня. Потому что вот до сих пор Да, в да. воде Мгм. холодно, Да. уже ничего не чувствуешь. Когда все зацепил, там ворот сделали, стрелу эту сделали, все, береговая команда работает. А мы приходим, а у нас до неба костер. Вот, какой нам будет спасать. Готово? Однозначный срок, но не вышло и все. Песня наша с тобой юности. У него здесь был звукосниматель дополнительный, как микрофончик, и усилитель ламповый. И вот такой блок питания. Нет, конечно. Вот такая инструкция. Это в Челябинске я когда работал, один защищает диссертацию. Ну, малогабаритный блок автоматики для этих игрушек. Вот выставляет на стол вот такую вот хреновинку, вот говорит, вот такая вот была с той же функцией, а вот такую я сделал. Я ему говорю, а блок питания где он? А вон там. Я говорю, так выстави его. Да, я помню. Без блока питания будет у тебя работать? Не будет, так выставляй рядом. Совершенно верно. Ой, да, этих вот, это самое, вот этих вот, про технарей я читал, сколько вот с конструкциями, с это. Прочитал про товарища, ой, подождите, Шпитального, конструктора оружия, Да, вот, который сконструировал пушку для... самолетов. Нет, Хуже. для танков зенитную. Вот, значит, но, зараза, эта пушка делала 5 выстрелов, а после этого нужно было 30 секунд, чтобы она, ствол остыл. Как он ее делал, я не знаю, но тогда уже все, хорошо же работали. Но поставили ее на танк. Вот, это самое, значит, проинструктированный испытатель шпитальным. Вот, значит, делал 5 выстрелов ровно. Высовывался из танка, докладывал. Такой испытатель, это самое, значит,
Стрельбу произвел. Разрешите продолжать? Ему говорят, ну давай продолжай. Он опять делал 5 выстрелов, опять высовывался и говорил, разрешите продолжать. После третьего доклада озверевшая комиссия сказала, а давай-ка непрерывным. Вот тут-то и шпитальный и поплыл. Это вообще легендарная история. Ага. Значит, статистика. Из общего количества гибели самолетов 47% погибло из-за отказа оружия. Это от самолетной пушки. Да. Вот каждый второй погиб из-за того, что где-то на каких-то виражах заклинивало пушку, и летчик оставался на Гол как сокол, да. Его брали голыми руками. Половина самолетов. Дело Это только сейчас вот стали публиковать. Может, поэтому они на тараны шли? Иначе Я будешь думаю- предателем. Я думаю, что Может да, быть, это да. было вынужденное во многом мира. Хотя дело в том, что у нас ведь очень шло потом много очень импортного оружия. Вы знаете? Когда? что- Сейчас или Нет, в 43-м. Не, ну Лен 43-го, просто работал. Ну, Покрышкин трижды героя заработал на американских На самолетах. Аэрокобра, да. Вот. С другой стороны, как бы Кожедуб, он заработал на это самое, на Ла-5 или Ла-5 ФМ, потом Ла-7. Да, Ну, в штурмовиках. Не, почему это Лавочка 5, 5 ФМ. Форсированный. Ага. Ну ладно, Там движок был форсированный, но его почему-то летчики ругали. тебе замечание. Сейчас, Удар по нему. сейчас. Тимирин же на улице. Нет, я сейчас Нет, слева ему. Владимир Михайлович, а можно еще один вопрос? Последний. Нет. Как всегда. Владимир Михайлович, а вот знаете, это самое, сколько на группу, вот, примерно там 9-10 человек обычно фонарей брали? Я нисколько не брал. Вообще не брали? Нет, я брал. У меня было 2 фонаря. Так. Один налобный фонарь, когда я писал дневник, Ага. уже после ужина, после этого спирта, после костра и так далее. У меня оставалось до сна часика полтора, и я вот сидел, писал, и у меня налобный фонарь. Это был мой персональный фонарь. На аккумуляторах, которые у меня висели в сумке, которые я потом выбрасывал после конца похода. Хотя они 3000 циклов. Заряд разряда. Это, подождите, не шахтерский у вас был такой? Нет. Это щелочной. Щелочной, но кадмий-никелевый, там своя технология, Ага. только для Красной Армии делала. Все понятно. Поэтому я брал после испытаний, которые списывали, а они там еще 100 лет жили. Вот. А больше нам не нужен был. Не нужен был, потому что палатку ставили, когда еще светло. И работали, я уже объяснял, работали на шабаш. Поставил и все. И садись, и ничего не делай. И хочешь, помогай. При условии, если тот согласен, чтобы ты ему помогал. Обычно говорят, да иди ты. Поставил палатку, иди отдыхай. Ну, Они не порвутся. нет, ну если не хотел, что я и без тебя там воды-то принесу. Ну, да. То есть они могли, но при согласии, чтобы не было конфликтов. Это, так сказать, моя педагогика была. Вот. Поэтому фонари для хозяйства не нужно. Если в палатке светить, у нас была банка с растопленным свечой. Свечой? Свечой, да. И там плавал уголек. Угу. Вот мы его поджигали, вот так вот завязал, чтобы только подушку или какую-то тряпку под голову положить, а потом последний морской закон тушил этот светильник, и все. А по зимним походам практика свечой прогревать была палатку? Ну, А вот насчет обогрева. У нас на Кольском, Ага. когда мы ходили, значит, обогрев был такой. Я хотел добавить, что там Петя говорит. Труба вот такая вот проходила сквозь палатку, Угу. а костер был на улице, и труба над костром была. И горячий воздух самотеком проходил нам в палатку. Ни искр, ничего не было, потому что он засасывал воздух за костром. Ага. Вот и все, было тепло, шикарно и ничего. Самотеком все Вы патент получили? Получили. А? Нет, дело в том, что это же, я сам читал, что это было запатентовано, но я совсем пацаном был. И это было написано много что. в юном технике. Значит, если автор Афанасьев, потому что такой был у нас один, который любил писать авторские, то он украл у нас, потому что я ему рассказывал. Мы Ага. в 60-м году по Кольскому Не ходили. помню.
Вот. И вот такая вот оцинкованная труба от стоков. Мгм. И все. Она это самое, я помню, что она там вкладывалась одна в другую. Да. Значит, костер разводился несколько ниже палатки, укладывалась труба до палатки, значит, сама труба нагревалась, холодный воздух снизу засасывался и поступал в палатку. Да. Да. Я все точно изложил? Точно. Ничего, у меня память, мне лет 5 было или 6. Вот. А Вот как с патентом? какой доходчивый Вот материал. так вот. Как с патентом? С чьим? С вашим? На это. Кто-то вперед успел. Здесь вот никаких исков и никакой опасности, что угарного подожжешься в газа, свою да. же палатку. Да, это самое. Дело в том, что позднее, видимо, это кто-то без меня еще тоже прочитал и попытался поэкспериментировать таким же образом, но он И сгорел. Нет, он с материалом это самое. Я экспериментировал. Нет, Понятно. дело в том, что он просто дело в том, что такая штука, она же очень эффективна, когда нагревается действительно что-то оцинкованное железо. А когда, простите меня, испытывали это вот из такого диаметра, да еще алюминиевыми трубками, чтобы снизить массогабаритные характеристики, у них ничего не получилось. Конечно, Здесь чем больше диаметра, тем лучше. Уклонились в другую сторону. А Хватит насчет нам костра-то, Владимир Михайлович, вот все это самое. В 2010 году, когда я с вами созванивался, пытался уточнить, сейчас вот самое время. Вот Это фотографию, которую вы смотрели, да, вот показывал на ноутбуке, где вот это ниже кедра, Да. вот. Ходили слухи, что там второй костерчик нашли возле последней четверки. Могли там такое? греться? Не было. Никакого Чистый снег, но мы не дорывались до земли. Мы дорывались до того уровня, где трупы были, вот до ручья. Мгм. Мы же не вскрывали, там, не подметали, ничего. Может быть, там и был сделанный летом костер Мгм. на земле. Но мы не докапывались до земли, нам не нужно было. То есть это. при вас там ничего подобного? Ничего, чистый Единственный снег. костер, который вы помните, это возле кедра. Да. Больше И ничего я подобного. фотографию послал Валентину, он говорит, есть еще, потому что там гнилушка. Я говорю, ну как около гнилушки может человек согреться? Ну, чуть-чуть Да. опалило кору, и все. А как Ну, вы тогда объясните, вот смотрите, какое это самое. Вот ниже кедра, да, идет вот эта вот ложбина. Ну, то есть она кончается, ныряет вот этот крутой как бы взлобок вниз туда, к ручью. Значит, вот в этом месте где-то нашли последний четвертый, правильно? Да. И потом по ручью еще метров 20-30, да, Юрий Константинович? Там еще что ли? Где вот поваленный кедр был еще. Значит, от этого места, где вот это туда, ну, Вниз по перепада, течению. да, вниз по течению метров 15-20 мы нашли остатки еще одного костерчика. Ну, в этом костерчике это сразу... Когда вы там были? А Через это 30 в лет? 2009 году, да. 50. Остаток леверса от этого, от брезентовой палатки или брезентового плащ-палатки, леверс небольшой, у нас где-то... Еще раз, когда Ночью. были? В девятом- В 9 году, В 9 через году. 50 лет. Так что там могло После пройти этого много воды. Через 50 лет в 9 году, в 2009. Да. Ребята, после вас там 1000 групп прошло. И летом, особенно летом. И летом, и зимой. Но зимой меньше. Вот. Я уже вот интервью, когда мои давал, я сказал, для туризма район неинтересный. Неинтересный. Для спортивного С точки туризма. зрения, да, спорта. Тем Он более туда интересен, вниз ходить, куда к кедру. он интересен тем, что его можно пройти за студенческие каникулы. Легкий и в то же время квалифицированный. Это если поверху идти. Да, если Ну, они набрать. туда вниз, вот то, что касается, где группа Дятлова погибла, туда вниз кто полезет? Там это, глухари не пуганные летают. Да. Значит, полезут. Полезут, смотря какой маршрут, и смотря какой руководитель, и так далее. То есть могут на Тартен вообще не заходить, а с Ауспию на Лозву или с Лозвы на Ауспию и выход. То есть заход отсюда и выход туда. Ну ладно. Леверс от армейской палатки, куски проволоки, в зале этого костра, костерчика, на берегу ручья, 15-20 метрах, 20-25, даже 30 метрах от места последней четверки. Причем это не сверху брошено, а под слоем гумуса. Ну да, то есть 50, это То есть примерно это 50 лет наш назад и слой было. был, да? Да, Наш культурный слой. примерно, да. Значит,
не было до нас. Кусок алюминия расплавленный там еще. Не было до нас. Ложка и Может быть, это осенью было. Ложка Может, там, может да. быть, еще. То есть, если это на голой Алюминий земле, расплавленный. ну, оно Подобрали. лето, если Алюминий пережило расплавленный. хотя бы одно лето, уже провалилось. Ложка, Да. да. То есть у нас не было этих Это подозрительно. артефактов, будем по науке говорить. Вот мы их помним. Мы их зафиксировали, все, координаты, и все их храним, и все. Но я так понимаю, Этикетировано. что в районе от настила до нахождения трупов никаких же следов костра не было. Вы же ничего не видели? Не, ну они не видели. Но Значит, это не значит, что мы их... не искали. Мы не искали. Специально не искали. Я же говорил, как перешли от настила к трупам. Ага. Случайно. Вот я случайно попал штырем ей в шею. Мгм. Ну, на 10 сантиметров сюда и на 10 сантиметров сюда. И мы бы 2 недели колупались, потому что решение было весь ручей с самого верховья Ага. вскрывать. Раз вот здесь вот есть настил, то трупы вот где-то вот на этом ручье больше негде искать. Ну что такое вскрыть ручей от истоков отца? Это минимум пару недель работает. Вот и случайность, и закономерность. А это про какой ручей? Он Где который- трупы нашли? А он, на его исток, направление от этого места куда идет? К палатке или вот вдоль этой ложбины, которая Вниз идет. Да, это... вверх? Если вверх, ну, долинка его видна, вот особенно Да. с вершины Ага. 10-79. Она одна видна. Да. Вот он, А те боковые, они занесены полностью, их они даже не видели. Ну, это где мы ножик нашли, как раз боковой получается. А что за ножик? Это перочинный такой. Перочинный ножик тоже под слоем гумуса, там в воде в самой, он рылся там в этой холодной воде. Здесь задируем и рылись. Да. Слушайте, а примерно это датировку ножа, это самое... Нет, не только лежит? по слоям. Вот, Вот он это. лежит у меня здесь вот, нож этот. Вы не позволите глянуть? Ну, если ключ от сейфа сейчас достану. Там все запротоколировано. Ага. А вот это самое, Владимир Михайлович, что это один интересный вопрос. Вот от кедра вверх, да? Не на сам перевал, если смотреть. Идет вот да. эта ложбинка, которая, говорят, рядом с кедром идет ложбинка вверх, по которой поднимались и трупы возили. Она была в то время, да, еще как бы? Сейчас. Ложбина такая, без леса, без кустарника. Там Она было. была. Она была, и есть фотография. Она Мы здесь. с щупами работаем. По этой ложбине. Да, и внутри, внизу ложбины. А здесь и здесь выход один на перевал, выход. Это съемка снизу вверх. Перевал, а здесь просто в лесу потерялся. Обрезанный кадр. Я, может быть, не то понял. Еще раз. Вот смотрите, если это самое встать, Лицом к палатке. нет, Хуже. уже лицом к палатке. Наоборот, Спиной. боком, так сказать. Короче, вот палатка вот сюда вот палатка вот сюда. Так, Вот примерно вершина Халачахли. так. Если лицом смотрю, Ага, вот справа, слева от меня кедр, вот он кедр. ага. А вверх пошла ложбина. Я стою в 3-4 метрах от кедра. Вот он. Вот он кедр, я в 3-4 метрах вот посередине ложбины. Такая пологая ложбина без леса. Сухая. Сухая ложбина. Да. Там она как бы это самое, немножко так, ну, полметра Может глубиной. быть, талые воды идут по ней, но Да. там ручья нет. И она наверх идет. На самом Да, деле. Было такое? было. Вы по ней поднимались, да? Нет, не поднимались. Мы только видели, и мы вообще и по ручью-то мы не поднимались. У нас был маршрут. Либо выходить к палатке, как мы выходили на Лабаз. Мы от палатки уходили влево и выходили к Лабазу через перевал. Понятно, да? Мгм. Вот. Либо мы уходили, задача-то была какая? Почему мы ходили-то, казалось бы, что вам там делать? И блинов на этом наелся, почему нулевой результат был. И мы 4 дня потеряли из-за этого. Что фактически это было, что на настиле вещи, но ведь думали, что это вещи на людях. Ну да. Там под кедром 2 раздетых, их вещи на живых людях. То есть была версия, что 4 очень хорошо одетые, Полностью совсем замутаны. да, ушли куда-то. Я Артюкову говорил, без лыж далеко не уйдут. Вот. За лыжами следов нет, чтобы поднимались взять. Вот палатка как на лыжах стоялась. То есть, если мы будем сейчас вот радиусом смотреть эти следы, то вот дальше, чем полдня уходить не надо. Бесполезно-то, они не дойдут. Ну, чисто практически. Вот, поэтому мы поднимались к Атартену, вот, но на сам Атартен мы не лазили, следов никаких не было.
И мы на этом прекратили. И вот тогда повнимательнее начали вот эти вот вершинки, все, что вот здесь вот. И накануне мы еще ничего не нашли, а накануне мы уже говорили, что надо рыть, что с щупами уже бесполезно. Надо копать до земли, переваливать, это, закапывать параллельно еще. И, в общем, вот это вот верблюжья работа. Это уже это самое, короче, интуиция сработала, чисто на это место, да, примерно? Нет, здесь интуиция, вот эти вот веточки, которые Куриковы открыли, Да, вот это вот, а интуиция дальше работала, что не надо далеко отходить от этого, вот где-то рядышком, вот они. Вот это признак. Потому что вещи нашли, все, значит, люди не одеты, они в таком же состоянии раздетыми, значит, они здесь. хорошо, можно еще вопрос? Вот опять же, вот это самое, с этой же позиции, вот я стою, да, вот посредине этой ложбинки, с маленьким ручейком, да? Вот она пошла вверх, в сторону Седловины перевала. То есть сам перевал где со станцией чуть правее получается. Вот так. Да. Это, вот ложбина идет чуть правее. Вот Юрий Константинович это останется, да? И еще правее гора и палатка. Вот так вот, да? Зафиксируйте. Да-да-да. И вот с правой стороны, с левой стороны от меня кедр. Да. Хороший кедр. Хороший кедр. Там еще молодой Хлебный кедр. Вот этот Вот. глубине, вот. Значит, у нас получается в заднем вот этот вот, это самое, сзади меня вот этот Капелькой. ручей, то есть, в котором последний четвертый лежал, четко. Извини, не сзади, а через тебя проходит этот ручей, и они лежали сзади тебя. Два дерьма, что они- Нет, я возле кедра. Зрение. Там еще до этого места где-то метров Этих 15-20. питание батареи. Да, да. Тоже Ну, так. что же хотел бы, Ну, пошел, поднял, как бы. Перебив, да? Извини. что-то это самое. Ну вот тоже видишь, что там на глубине. Такие вещи. Слушайте, ну это же ты слышал? Что-то сформулировать. Ты понимаешь. Я не Да никогда из ладно. пистолет такой не Значит, стрелял. так тоже. Ну это ты слышал? 7,62 на 25. Все. Это все закрутилось насчет последнего вашего лагеря. Где вы Да-да-да. возят лодки обитали. Потому что я мог водопровод Ну ты там, Лекцию вообще я сам. закрутил. Значит, получается, что он мне рассказал как. Вот ну, кедр, вы думали, вот кедр. ты Вот ты говорит, стоишь, вот мы говорит, вот кедр вот так вот разворачивались, вот по этой спрашивал ложбине я вниз, брата, и да, на я лыжи был- вставали, и был вниз туда в маленький. лагерь. И проверили. Вот, может, это Он прав. Только не очень много проверили. изъеденный. Потому что вот ручей, где мы нашли, он через 100 метров попадает в приток, вот этот вот, на котором мы плотину делали. Именно так. Стоп, вот на снимках вот этот весь бурелом плотины, это все было внизу там. Да, да, То есть от кедра метров 15-20 вот этот крутой спуск, и там еще метров 150. Вы Мы это перегородили, говорили, да. да, защищали? Ничего не защищает. Ну, может быть, 7, то есть, Называл да, я по шагам уже Ну говорил, что же, да, вот у нас ничего-то где-то нет. Еще 70-100 шагов было от палатки Нельзя до такими вещами ребят. работать. А плотину мы делали близко было от палатки, просто ниже, вот так мы выходили на этот основной ручей, потому что мы не знали, то ли в этом ручье, то ли в притоке, потому что оттуда тоже вода текла. И тогда, поставив плотину, мы перегораживали сразу два варианта. То есть получается вот это самое, вот впереди меня в 100 метрах, 150 метрах плотина. Так. Да. такой закрой. И лагерь Забываю, получается что- перпендикулярно. Да. Ничего Да. понять не могу. Направо? Еще раз. Да. извините. От этой плотины сколько примерно? Метров 15-20. Вот спуститься, потому что лагерь вот здесь был по профилю, а плотина была вот внизу. Там такой спуск плавный и круче. Значит, мы просто с металлоискателем не дошли до этого места, Это до что вашего такое? лагеря. Мы были, знаете где? Что такое? Вот смотрите, Ну, вот я стою, головой Я летел, понимаю, что это рефлекс. в 3 метрах от меня пролива. Вот там метров 15-20, вот это. И потом получается еще метров, да, 150 где-то, да. Но вот туда дальше еще направо мы уходили метров 200. То же самое. Знаете, я ориентируюсь не по Ну, вот может этим вот быть, горкам. как? Я ориентируюсь по ручью. Вот от этого места, где устье. получается, я понял, о чем речь идет. Устье вот этого ручья, где ребят нашли, и приток, вот буквально я, когда там был, то у меня Не, сетка ты в моем серьезно, что городе ли?
не дает мне точно поставить Мне просто это эту самое. плотину. Ну, чуть поближе, то есть ориентир вот Такое ощущение, что я что-то вот подобное если видел. в устье, то вот здесь вот плотина. А от плотины через горку в 20 Я метрах вот лавина. думаю, как бы он, ну вот на траксине он не Нет. похож. Или в сторону кедра. Откуда там это самое, крупешный Вот. Почему? Потому что там лес. Там. Ну и плюс мы перегораживали сразу Печатано. два варианта, две трассы. Ну, А возле лагеря Да, сильно там много более свежие зимних на перевале. пилот много делают. Дело в том, что Ну, даже на жили патроне мы не только мы, указывает на а- дату его использования. Там же и Нет, Блинов на был. дату производства. Да. По Блинову 10 дней была. Чурбаки вот такие, да? то есть Ну, да, вот. Зимние. Юрий Константинович, Или патроны охотничьи. Еще раз Зимний пилот, Патроны высокие чурбаки. для ТТшника, они могут храниться, это самое, Да, до 50 да, лет. да, да. Их Потому всё что равно освежают. мы же снег, Да, и вот их сколько выдают могли, войска, мы заменяя новые. сколько под нами снега мы не знали. Мы знали только, когда палатку ставили, там примерно на метр Блинов выкопал яму. И фотография где-то есть, что у нас вход в палатку это снежные стенки. Вот, Еще сейчас одну фотографию покажу. да. Когда уехали, из Снежинска я уехал в 72 году, осенью. Где там ребята потонули в Измаильском пороге? Да, Трое, да? да, это был 67-й год. 67-й год. Мы с фотографом с друзьями. И мы их там очень трагедия. Да, да, это Конечно, который есть интересные артефакты, такие как вот Есть. трудовая книжка Юры Юдина. Но это мы сейчас о нем будем писать, конечно, это все. Нет, нет. Или там зачетная книжка Зины Колмогоровой. Ну, это все очень интересно, но это Ну, это к ж делу-то, в общем, не касается. нас-то фонд это интересует. Нет, фонд Какие были ребята? Но дело в том, что Как они учились? Нет, ну по идее нужно это самое вообще, А этот когда это ручей, самое где документы они собрать, все, если уж так на дело Понятно, пошло. сейчас этот ручей, Как бы наиболее это как Юрий Константинович, если что, у меня сейчас в очереди все образуется с работой. А можете это самое, как бы, и с ней, это самое, я просто это самое Значит, попрошу, в этом ручье, если у вас потому есть что какие-то документы, зимний то она снимок может и с ней летний поработать, снимок, она то есть историк-археовед. летнему расстоянию. Это далеко не одно и то И, же. Вот этой всей мелочевки растений мы не видели. Вот он был вот так вот закрыт, вот так вот закрыт снегом. Вот смотрите сейчас, получается, я вот сейчас вот Не ставлю осталось ли здесь, там так? в архиве нашего государства еще что-то по этому поводу? Как вы считаете? Ну, они утверждают, убеждают меня каждый раз, что ничего не осталось. Я когда давал им на копирование, так, вот это нашумевшая история, почему так дорого, откуда не знаю. Да, у них такой тариф. Вот. Я, значит, каждый лист перелистнул и увидел, что там в некоторых местах, И был, значит, были заклеено. люди. Потому что Знаешь, этот вот щуп оставили что-то. там, где трупы Так, были. вот, а сейчас давайте поподробнее. Я сейчас вот стою, вот в этом Наклейка месте, вот произведена ложбина, вот это с помощью папиросной бумаги, И тогда щуп и такой, приставили. как бы вощен, Там за холодильником просто. как бы вощеной бумаги, Перетащить Ну, на ну, другое ну. место. А Вот. ну, никак, с там помощью 10 тонких тонн. полос бумаги. Я правильно описываю? Нет. Здесь вот в этом Хорошо, месте а положили Совершенно, значит, сермяжным способом заклеено, Вот все. с этой такой- Как они заклеены? Чем? Две пищи в Ну, год все листают, все остальные склеено были между собой. нормальные щупы, которые мы И действительно... между ними там на просвет текст. Зонды. Я говорю, мне на просвет это снимите. Мгм. В смысле, Вот. альпинистские Ну ладно, Один ладно. нашли кусок вот здесь. Ну Мгм. там ничего не оказалось, там только что можно посмотреть, это они сняли. Дело в том, что почему я вам описываю. В практике Я знаю, почему, да. секрече это самое. В архивах применялся именно тот способ, который я вам описал. А, что вот это в таком случае, вот непонятно мне. Видишь, ведь до того, как мы получили это дело первый раз, в начале перестройки, никто им не интересовался.
Мы ходили на кладбище перед походом, А я просто собирали цветы, веточки, уходили. Вот этот, Вот. это самое И полянка, когда перестройка началась, нам дико повезло. Я послал двух девочек туда. 20 метров это дело. Они говорят, до канона подоконники там Я валялись. сориентировался. Все его, кто хотел, Вот читали. Зоогром там, Ну, они вот же это отвлеченно так не интересовались подробностями. Посмотрят, да, вот студент, вот фотографии. Вот. А нам взял этот, хороший был директор тогда, прогрессивный такой мужик, и он нам копию сделал. Ну, что, мы показали? Не все, конечно, фотокопию причем, хорошую, Если бы я качественную. там был, я бы И сказал, начали мы читать, два. изучать, и мы поняли. Нужно не временный, Надо а всё. постоянный ориентир. А Он постоянный перешел ориентир выше, устье, пошел там куда-то, ушел этот ручья директор. и Второй притока. пришел, уже И нам камень. ничего не дал. Вот Третий они вообще близко не постоянные подпустил. ориентиры. Четвертого мы уломали только через прокуратуру, и что погрозили в суд подать. Вот, только через Не это знаю, дело. не знаю, ближе А к почему мы пойдем, пригласили? будем решать. Что перед нами какая-то пришла видео, телевизионная компания, говорит, дайте нам, а им фиг, они в суд подали, реально. Студия будет. Не знаю, чем это закончилось. Нет, Вот. я понимаю. А мы только пригрозили, нам сразу, ну ладно, прокурор, выдать Сейчас не кончится. для знакомства, Смены. копию снять. И вот тут нам эту цену выкатили, вот эту вот 40 с По лишним. внешнему виду. А Ну, сколько это, ну, это рабочие наши? 250 рублей со страницы. Мгм. Вот такая вещь. А у меня вот какой вопрос. Чего мы ждем-то? А если А ничего, мы ждем, когда Курова разрулится. у вас реквизиты сейчас нынешние этого дела Под есть? кедром нашли. Реквизиты, конечно. Все есть. Если попытаться посмотреть, чтобы посмотрели его То неофициально, есть вы, когда пойдете лично, то Нет. запишитесь в архив. нет, я не буду этого делать, Надо чтобы не в областную светиться. прокуратуру получить разрешение, прийти с этим. Работники архива Незачем, имеют некому право стрелять. смотреть это без каких-то А кому санкций. стрелять? Кто ее увидит, этого делать? Может быть, девочки посмотрят еще Было это 2 дело? места установки лагеря. Работники. А, на Ну, перевале там сразу косо посмотрят, потому что это нашумевшее сейчас уже дело. Сейчас дело нашумевшее. Да. Первый лагерь. Вот. Первый лагерь. Но дело в том, что, Ну да. Юрий Константинович, хочу сказать вам сразу. Там, Есть у меня друг Николай Петрович, из ракетницы, вот, который как бы ящик, это самое, который ну, мне нужно. ага, Ну, молодцы. Поджигали их. Тогда понятно, что занимается где-то есть подводным флотом. Это там, Я это занимался, там, Уральный занимаюсь высшим А старшим это командным наши составом пакеты. Красной Армии, Только поэтому стрелять. стыковались. И кому? Если только Его расстреливать дочь чего-то писала для диссертацию. баловства, ну и ради бога. Где-то, балуйтесь ну, дальше. кажется, в это же понятно. 87-м, 88-м Чего году. это было хозяйство? Так вот, она это дело Последняя видела. поисковая группа. Или первая Она, поисковая учитывая, группа, что которая У нас Вначале не он баловались или полковник ракетами, даже. не было ракет. Я вот не знаю, Как выяснилось, я Не даже не знал, подкатить. что у Артюкова пистолет есть. Нет, ну, Вот не когда то, он его что достал, как к ней нашел перед носом подкатить, крутить. а Ну, то тоже. У пилота, как ей подкатить. ну, тогда я узнал, что у Она-то него не есть. может взять вот так вот. Пиков не Там все жаловался регистрируется. на Нет, я понимаю. Там, когда я открываешь это дело, там написано, я взял приобретенные. еще двое все я знаю эту практику. Я Ну, работала в только архиве. Пантакрина Я не имею в хватало. виду, как раз она это дело видела, держала его в руках, открывала, каким-то образом работала, Ему, делала наверное, какие-то надо. выписки. Может быть, она что-то помнит о наличии тех или иных документов, тех же экспертиз, Это которые факт, это я понимаю. Сбрось мне это. Но вы То есть надо искать документ, не связанный с Это именем только это Дятлова. самое, как Например, вот, допустим, с там испытаниями еще оружия, Хорошо, надо- добро. с программами этих наших заводов военных, институтов. даже на перевале. Ну, только значит, иногда ходило по проектов. 20 человек. Вот с ними Солдаты связано, были что, с нами. что Еще одну фотографию. на Ну, Байконуре, это да. там на Плесецке, везде уже все архивы уничтожены. У тебя Потому что есть боялись, что фотографии придут 12? американцы, нет, там же должны были шахты уничтожать, там все это, запасы химрея, все это вот. Помнишь, началось, когда... Да-да-да. Просто Вот. Поэтому все архивы из уничтожены. интернета я нашел, вот говорю, что кто-то на кепе Сейчас залез только на самих и заводах хорошо остались. панораму снял. Я увидел, Только какая завод граница имеет. леса. Заводские архивы, Неузнаваемый. Только заводские. За 55 лет. Вот в 9 году мы Сейчас- я туда снаряжение. Да сейчас с другой стороны это. Ну что, пермские там, допустим, выпускали для страховки, чтобы снять эти крылатые ракеты, выпускали Пермский завод, потом Московский завод выпускал. Шишки с Шишки, Что да. еще там? Со второго кедровского Там, завода, там который- На очень- севере есть ведь еще один завод. Сейчас я вспомнил. Подождите, а в лесном? Ну там же, раздал. в общем-то, начинка, Сейчас я найду скорее. где-то у меня Нет, есть подождите. другой. В лесном Да начинка. подождите, где же у нас Ну, есть вот они нашли, производство на месте вашего лагеря. ракеты морского базирования Северо-Уральской области? А, ну, морского дня. Это уже другая, уже другой отдел.
другое отделение вооруженных сил. Это Посмотрите, что получается. Но Металлическая морские труба, ракеты алюминиевая абсолютно труба, ничего не мешает испытывать на, диаметром 100 это самое, на земле. Не, ну надо на сейчас торцах нам главное каждой знать. трубы, Да, но с Было другой, нет. да, с Было другой нет стороны, совета. я просмотрел, Минуточку, я сейчас просто вспоминаю, проанализировал что у нас дальности, конек-то радиуса. поддержан, это же шатровая Вот. палатка была. Дело в том, что Солдатская. запуск металлическая производителя труба, Просто толстая, вырвать это. там Ну, не да, было говорит, господи, использовано это вообще никаких. Зато там Это на вертолете все привезли. Вывод, в Палатка общем-то, тоже не не легкая. 100%. В общем, версия была такая, Не что это 100%, самое. Ну, согласен. смотрите, Не вот 100. это, вот это Поскольку, место, поскольку значит, уже ваша тогда поляна, существовали, она скажем, где-то, ракеты воздушного базирования. Ваши плотины Воздушного метров 200. базирования. Ну, Есть куда ракеты второй, мобильного сказал, да? базирования. Метров 200. Значит, Исключено. там нашли, Консультировался. значит, вот эту трубу, пару лыжных креплений. Значит, И тот, кто большой говорил бассейн, это, там, значит, то не есть знал о том, большой что есть еще, бассейн, значит, там, на говорят, платформах селёдки, железнодорожных. либо, сгущенки вот трёх И они уровней. тоже пушки Было делают. такое, Всего что сгущённого. Дедушка у меня занимается, Ну, может быть, как бы селёдка, знает может эту быть, проблему, большая он правда, то есть преподаватель диаметр большой. академии. То есть такая, ну, что? сгущёнка как раз. Это самое, ну, Может быть. Я еще Преподаватель всего лишь. нет, он занимается, у Значит, него вот в этом несколько месте статей вот по эту этим по трубу проблемам нашли. мобильных Труба систем комплексов. тяжелая. Трубу черт можно его было знает. притащить только Юрий некуда. Константинович, дело в том, Это что вместе я с палаткой. абсолютно не Тоже убежден, палатка тоже что мы не знаем меньше 100 все килограмм весила. по всей технике Нет. того Мне кажется, периода. что это обсадная Вот. трубка, Сколько шахт было геологического Не спрятано, исключено. замаскировано. Не исключено. Когда это Тогда самое- надо Сейчас, может быть, смотреть это еще обрывки, потому что Да, я если вышку они делали, как правило, они вышку потом оставляют, если она Он деревянная. оперируя тем, На что есть в интернете, Ну, последние- Поскольку это он в было поле не сделано в выходит, последние часы, вот экспедиция он уже мне рассказывает о том, что в Нижней мы Салде просто не были успевали. просто И поэтому вот это стартовые место мы площадки. наспех отработали. Извините, когда А я если своими вы глазами встретите видел бой, то не заваленную исключено, что это ракетную шахту, геологическое. А на следующий год, когда приехали, понимаете, в этом да, году, то у есть меня уже просто вполне, времени да. не было вот это место обследовать, Да. я просто не дошел, потому что работа Да, на районе но Кедры. там-то в районе этот палатки, с вариантом шахтного базирования не Нет, стоит она там вообще до сих пор рассматривать. лежит. А вот Короче, мобильного Короче, это самое, задал можно вопрос геологам. посмотреть. Но с другой стороны, Просто Юрий это Константинович, здешнее а управление, они сказали, это что самое, она ну, обладает, ладно, что вот. обсадная. Хорошо, Почему, говорят, это попала самое, почему там ракета, оказалось, прошла значит, где-то рядом, как скажем, это над самое, головой. захватили Гвиндили. Гвиндили это на аэродроме, поскольку Если там совсем было над всё головой, хлам палатку железный. бы сорвало. И геологически Ну, надо такая моделировать. вот Моделировать. Вот гора, вот палатка, видишь? Ну да. И вот она могла здесь, Ну, здесь, точно не здесь помню. упасть. Вот Нет. недалеко от нее здесь воронка. Мы ее летом Всё будем с тобой. изучать. Мгм. Эту воронку. Просто Просто в здесь- скальном грунте. Мгм. 7 метров глубину. Знаешь? Я успею вперед вас, потому что я через 6 дней хожу. Ну, Так что Значит, изучи вот этот ага, вопрос. Юрий Константинович, я посмотрю воронку. Заболел. Вот. Если она карстовая, Она, да, во-первых, нет, кажется, какой там скальные кварциты? там кварцит. Кварциты. А, подождите, а известняки-то ниже идут, что ли, к это Они в самое? Пермском уже Это, там. да? Да. Помогало. Так что, а здесь кварцитовый все это гребень, весь водораздельный. Значит, потом Ну, начал есть еще один тип пещер, который позволяет, ну, едва ли там воронка такая сформируется. Я и говорю, что она от взрыва Ну, это не собиралась. причина поиска. Могла, но не видели поисковики ничего, чтобы это свидетельствовало в выбросе Потому грунта. что пришли через месяц. Вот. А то, Все что занивелировалось снегом. он не был пьяницей, Всё но остыло, мог заложить перед. так, что Вот. не соображал ничего, я был свидетелем. Но там, вот, допустим, Поэтому, смотришь, может быть, он вот где-то Артен с у нас перепоя, слева, А может перевал быть, Дятлова военная справа, мы стоим на этом гребне Мгм. водораздельном. И Ну, снимок какой сделан у высоты, нас хороший снимок, то есть в сторону тайги летом, и там четкое Юрий пятно. Константинович, кстати, я Да припомню, и вот я с ним на провел снимках у палатки, сколько времени. а что за пятно Между нами практически дистанция. круглой формы? То есть я пацан, он Рядом с палаткой. полковник. Какое время? Ровно Наша столько, экспедиция. хотя Почему каждый день нет? контачили. Ровно столько, Да, сколько конечно. надо. И дистанция Не была знаю. ровно такая, какая требуется. Эффект надо смотреть. Я Мне, не мне дважды преподаватель. девочки писали и То есть мы в обнимку не спрашивали ходили. о Он передо мной происхождении подобного не пятна. пижонил Я какими-то посмотрел там, на эти снимки, солеными фактами. И мне показалось, что это Хотя место, вот, где говорю, растягивали палатку, так прежде Рима чем очень поставить хотела. ее Просто аж трусился. в это самое, ну, в нишу, открытую уже. Прикольно. не понимаю, о чем речь совершенно. По-моему, Да сейчас вспомню. недостойное место. Надо вот, посмотри фотографии. Это вот. Да, сейчас смотрим. Вот альбомы. Да получается, они по диаметру одинаковые. Должен как минимум в 2 раза С толще. поисков, да? Да. Вот там, вот там, больше альбомов просто. Ну, в наше время он был
примерно такие. Иди на стол клади, чтобы тебе Ну, теперь еще 50 наростов. Сделай Я его. сейчас вспомню. Ну, тогда вот кострища нашли падение, остатки кострища. В том слое, в вашем слое. Так, это, видимо... Петриколь нашли практически в кострище. Ну, не практически, Так. но там. Как говорят в Одессе, не берем воду. Вот. Американцы подбросили. Снимок. Нет, ребята, Вероятно, тот, кто разгадает это снятая палатка. Я Подожди, правильно ну, понимаю? Тащили в сторону. Да. публично. Вот поклониться. здесь правильно тащили. Да. Вот здесь это место установки. Три свидетеля. Отрытое. Низко, Правильно? низко поклониться. Ладно. Это, Одно только вот насколько я это, могу вот понять, разгадать. лыжи группы. Если моя версия Здесь и с сработает, этой то есть стороны. если Все правильно? отправить, Вы позволите? Это лыжи-то все дятловской группы. Да, 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 я говорю. Место. Вот оно. Вот здесь. То ли это сброшенный Ну, уже откуда снег, статики так? взяться? Я сразу То ли понимаю, это динамика самое, здесь откуда это самое, действительно что-то такое вот есть. Но я не думаю, что это, во-первых, Почему? существенно, а Там уже во-вторых, обратите нет, внимание, хотя вот, очень версия мала площадь. Валентина ущербная, но То более есть или это менее ничего не может это быть. вот. Он зря, Это, я так понимаю, зона выветривания, да, идет? начинает. Все это Да, да, открытое да. место, Ага, всё скажите, называется. А Надо воронка, выкинуть, это самое, она же вот здесь должна находиться. Только Вот кроме сюда. спора. Я сейчас не могу. Ага. То есть профессионалов это Леня, ты Леня, вы нам нужны. Леня, скажите, воронка где находится? Это самое. воронка чего? Кстати, Это Баталов нашел воронку Воронку. метровой глубины. А я откуда знаю? Но он-то не знает. Ничего, Мы это только как сейчас так. будем ее исследовать. Что-то, чего... Но она хоть там, где-то в районе места палатки. Металлическая воронка? Да никакая металлическая. Воронка в земле. В земле, в скальном Юра, грунте. В скальном Не видел грунте. никакой 7 воронки. метров. Не видел никакой воронки. Да? Самое обычное просто эти самые всякие перепады высоты. Всякие. Да? Если что, единственное, на что я такое нестандартное обратил внимание, выше палаток, и там где-то в том районе, там, вытекает это самое, вода, слезится со Юра, скал. ты никуда не уезжаешь Вытекает вода. в ближайшее время? А вы говорите, что мне не надо там вести спелеоразведку, и там ничего не может быть. Надо, Откуда в концитах вода сверху? Там то, что собирает бассейн. Понимаешь? Понимаю, это Она восточный появляется, когда прошли дожди. Мхи или шаньки Ага. задерживают ее потихоньку. Мгм. Болот там нету, вот. Нет, там как бы болото даже. Ну да, Прямо на склоне как бы болото. ну да, то есть под напхом. Ну, это, в принципе, ничего необычного. Где-то. Это у нас почти на всех скалах. Ну, такое. я еще в Гунцевиче тут. Кажется, может быть и нет, но Да, может я- быть есть заваленные, скажем, пещеры. Звоню тебе Разломы. о том, что скоро поеду домой. Видишь, вот надо иметь вот таких несколько фотографий, которые показывают положение палатки. И сравнивая